как обычно по пятницам, я говорю здесь с вами о физиогномике. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица понять особенности характера человека. И последние 3 пятницы я посвятила темам формы бороды у мужчин. Кому интересно, вы можете, там все видео отмечены, вы можете легко их найти у меня в списке видео. А сегодня я хочу завершить эту тему такой вот формой бороды, которая называется бородка мудреца, которая идет, да, по подбородку только. И это будет последняя форма бороды, о которой мы поговорим. Все предыдущие мы уже обсудили, и это имело определенный успех у мужского населения, у мужской части моей публики, моих зрителей, моих подписчиков. Пожалуйста, приходите на мой канал, оставайтесь со мной. Я здесь делюсь разными полезными знаниями, иногда в развлекательной форме. Да, меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я практикующий физиогномист, я читаю лица, составляю психологические портреты личности, консультирую как индивидуально, так и пары. Также я тренер по гимнастике для лица, но это чисто тема естественного омоложения. По средам здесь выходят соответствующие ролики, это для женщин, да. По понедельникам я делюсь личным опытом, рассказываю личные истории или провожу какие-то интересные анонсы моих обучающих курсов. Поэтому нам здесь скучать не приходится, как видите. Смотрите, сегодня давайте поговорим об этой бородке мудреца. И, честно говоря, первая мысль, которая мне пришла в голову, кого бы я хотела вам показать для примера, это Марихей Уэссиба. Кто знает, кто такой Марихей Уэссиба? Вообще с ним лучше всего знакомы те, кто занимается айкидо. Потому что Марихей Уэссиба – это основатель айкидо. Первый человек, который создал фактически то айкидо, которое существует сегодня в нашем мире, в нашей жизни. Он японец по происхождению. Да, я тоже занимаюсь айкидо, поэтому я вижу портрет его 3, иногда 4, иногда 5 раз в неделю у нас в додзё. В любом додзё висит его портрет. Вот в любом абсолютно. И давайте посмотрим, у него есть не просто длинная такая борода, у него есть еще и усы. Но что это значит? Что это значит? Значит, растительность на лице у мужчин всегда говорит о том, что мужчина хочет усилить что-то, усилить свою связь с природой, усилить свою связь. Я об этом говорила тоже в предыдущих видео, пожалуйста, посмотрите. Особенно это касается бородатых мужчин. Вот самое первое, где большая такая сильная борода идет по нижней челюсти, такая вот. По ссылке вы найдете. Да. Это наша, вот вообще любая растительность, да, на голове, это наша связь с природой, это усиление нашей витальной силы, вот этой вот жизненной. И иногда наши состояния, они меняются. И иногда мы находимся в состояниях, при которых мы хотим почувствовать энергию природы, вот натуральную, живую, настоящую, знаете, как там, энергию Вселенной. Это, собственно, не имеет большого значения, сильнее, вот мы в ней нуждаемся. Вот. И если мужчины, у которых большая борода, они усиливают свои действия, да, мужчины с испаньолкой усиливают свою способность к продажам, да, там, к восприимчивости, коммуникациям, вот эта зона губы, подбородок. Мужчины со шкиперской бородкой, это в прошлую пятницу мы говорили об этом, усиливают себя и свои способности достигать, да, ради чужих интересов, да, ради команды, ради проекта, вот, не ради себя. То мужчины, которые носят бороду мудреца, такую только на нижней, на самом подбородке, вот эту длинную, это говорит о том, что, вот я бы сказала так, это не про какой-то официальный статус, это про то, что я знаю, про мое состояние, у меня есть знания, я обладаю знаниями, и я хочу передать эти знания, вот я хочу поделиться этими знаниями, вот усиление вербальной коммуникации, желание поделиться этими знаниями. Каким образом человек будет делиться этими знаниями, это уже другой вопрос, Вот. Но сам факт того, что они усиливают вербальную коммуникацию, говорение для того, чтобы поделиться тем опытом, теми знаниями, которые в них есть. Кстати, это не входило в план, но я могу так буквально
буквально в двух словах, что касается вот фотографии образа Марихея Уесиба, у него прикрытые немного глаза. Это говорит о том, что я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что я чувствую, и я знаю, о чем я говорю. То есть это такое... И мне бы хотелось, да, донести это до вас. Также, в принципе, я могу привести в пример и египетского бога Осириса. У него, я понимаю, что это, скажем так, легендарный персонаж, но у него тоже вот эта вот бородка, пусть она и представленная, но чисто такой атрибутика. Он говорит правду после того, как человек умер. То есть, да, он знает, что происходило, и он хочет об этом сказать. Есть целый ряд буддийских монахов, последователей разнообразных религиозных восточных течений, которые также носили только бороды для того, чтобы усилить свою связь с природой, да, научиться вот этому дзену, научиться быть здесь и сейчас, вот этому спокойствию. Каким образом мы этого можем достичь? Только ощущая себя. А какие силы мы призываем для того, чтобы лучше себя ощущать? Силы природы. Потому что, собственно, мы ее дети. Вот. Поэтому теперь вы знаете точное значение этой бородки мудреца. Так ничего такого прям секретного нет, как, собственно, и в других формах бороды, когда вы знаете, о чем идет речь. Но вам будет немножечко проще для того, чтобы, если вы встретите такого человека на своем жизненном пути, или он находится в вашем окружении, как обычно мы смотрим по сторонам, наблюдаем, делаем выводы, вот, чтобы лучше понимать, о чем он, каковы его стремления, каковы его желания. На этом я с вами попрощаюсь до следующей пятницы. И анонс следующей темы я обязательно дам у себя в коротеньких видео, в коротеньких шортиках. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и не пропустите полезные новости. Всех обняла. Хорошего финдесемана на испанском. Хороших выходных.